Ассаламу алейкум, дусларем, всем большой привет. И сегодня на 5 мая есть новость, несколько их у нас получается. Пассажиры уральских авиалиний не смогли попасть на борт самолета с купленными билетами. Такой беспредел творится у нас в Таджикистане. Ну и также по российскому телевидению объявили, что в Москве до конца майских праздников усилили контроль за соблюдением ограничений. Масочный режим, перчаточный режим. Ребята из Таджикистана, Узбекистана, обязательно послушайте и будьте осторожны, ребята. Такая вот информация. Ну а сейчас давайте к новости. Как происходит небольшое кидалово. Уральские авиалинии, получается, не смогли пустить на борт ребят с билетами на руках. Это произошло, новость у нас от вчера вечером, получается. Группа пассажиров уральских авиалиний пожаловалась на то, что они купили билеты в этой авиакомпании на рейс в Россию, но их не допустили 1 мая на посадку, то есть несколько дней тому назад. По словам этих пассажиров, вместо них улетели совершенно другие люди. В офисе уральских авиалиний в Душанбе сообщили, что они знают о проблеме их клиентов и постараются как можно скорее организовать их вылет в Россию. Представители компании при этом не стали комментировать, в связи с чем могла возникнуть такая проблема. Да? Проблема на самом деле интересная, то есть покупает билеты человек, приходит на рейс, то есть тратит какое-то время, если он, допустим, не из Душанбе, не из столицы, едет там, грубо говоря, тратит финансы, а по факту его просто не пускают. Парвиз Мирзоев, житель Душанбе, в ночь с 1 на 2 мая выехал в международный аэропорт Душанбе, чтобы вылететь рейсом уральских авиалиний в Россию. Но его не пустили на рейс из-за того, что все места уже были заняты. Они сказали нам, что салон уже заполнен, все места заняты, но как у нас ведь билеты на руках, и мы в соответствии с этими билетами должны лететь именно этим рейсом. Нам говорят, что наши билеты были перепроданы, рассказал Парвиз. Вот такая вот история от таджикистанцев, она действительно реальная. И хочется просто задать вопрос, почему так происходит. Собеседник, который давал интервью радио Азади, он сказал, что еще 19 человек, у которых на руках были авиабилеты, не смогли попасть в этот день непосредственно на данный рейс. Еще один из этой группы пассажиров сказал, что он купил билеты еще 20 дней тому назад, однако уральские авиалинии не разрешили ему вылететь без всяких либо комментариев. В билете указано время вылета, указано, что куда ты летишь, что это 8:30 в Россию. Подъехав в аэропорт, а там нам говорят, что все, самолет заполнен, и даже не объясняют ничего. Как это может быть вообще? Я думаю, что кто-то заплатил больше, но они при этом даже не подумали о том, что тем самым заставят страдать нас. Ребят, да, на самом деле происходят несправедливые вещи. Люди страдают из-за каких-то глупых поступков других людей. Кто-то перепродал, кто-то заработал, кто-то наварился. Но все сидели год, ждали возможности уехать. И сейчас, когда появляется такая возможность, происходит непонятно что и как решать эту проблему будут, мы тоже не знаем. Но на самом деле будем стараться хотя бы следить за данной информацией. Надеемся, что все-таки ребята, эти 19 человек в ближайшее время с авиакомпанией договорятся. И уральские авиалинии выпустят их, и они наконец-таки попадут в Россию, как и хотели. К сожалению, такие вещи у нас сейчас действительно происходит, и с этим поделать ничего нельзя. Ребят, ну а теперь давайте переходим к новости, которая у нас вышла по российскому каналу, о том, что рейдов очень много. По Москве масочный режим. Для мигрантов это очень опасно. Попадаться, чтобы на них писали протокол. Смотрите это видео до конца, и вы поймете, что действительно все происходит сейчас очень жестко. А какой штраф грозит пассажиру за нарушение масочно-перчаточного режима? Да, Вера, здравствуйте. За нарушение масочно-перчаточного режима придется заплатить штраф 5000 рублей. Мы сейчас работаем на станции метро ВДНХ. Достаточно плотный поток пассажиров. Стоят на входе в том числе и инспекторы, которые проверяют как раз-таки соблюдение этого масочно-перчаточного режима, предупреждают людей о том, чтобы они надели маски и перчатки. Тем, у кого их нет, просят пройти к вендинговым автоматам, кассам, приобрести маску или перчатки. Ну и, конечно, есть те, кто неукоснительно соблюдает правила, но есть и те, кто говорят, что мы просто забыли про то, что, например, перчатки в метро нужны.
Да, знаю. У меня есть с собой. Наденете? Да, конечно. Как относитесь к проверкам в метро? Маски, Это надо еще строже быть. Еще строже надо быть. Надо возвращать, у кого нету. Я ношу всегда перчатки и одеваю их всегда. Но сейчас что-то я их не нашел. 20 рублей перчатки. Да, Ну, нормально, реально, если дома забыл приобрести. реально, конечно. Почти 70% пассажиров столичного метрополитена снимают перчатки после того, как проходят зону контроля. То есть через турникеты, через инспекторов и оказываются в вагонах уже без перчаток. Это вот результаты апрельской проверки инспекторов. Ну, а соответственно эпидемиологи говорят о том, что в вагонах перчатки тоже нужны, потому что люди просто забывают о том, что берутся за поручни, на которых, несмотря на тщательную дезинфекцию столичного метрополитена, все-таки может быть инфекция. Пообщались мы с инспекторами, и они рассказывают, что в большинстве своем люди все-таки реагируют на рекомендации, приобретают маски и перчатки уже здесь непосредственно в метро. Граждане, которые отказываются исполнять нормативно-правовые акты города Москвы, им выносится административное постановление по части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы. Выносит административный штраф в размере 5000 рублей. Большинство пытается исправить свою ошибку, проходят на кассу, приобретают средства индивидуальной защиты, либо маску, либо перчатки. Рейды проходят сегодня в том числе и в наземном транспорте столицы, в автобусах, электробусах. И там тоже сегодня были штрафы. Но мы наблюдали ситуации, когда пассажиры с пассажирами делились масками и перчатками. По КоАПу города Москвы частью 4.3.18.1 назначен штраф в размере 5000 рублей. Закон есть закон. Правило есть правило. Бывает такое, что просто вот заходите и вот забыли? Бывает. Вот сейчас только зашел и забыл. Но мне вот напомнили. Я только с пробежки. Вот, мне проехать 2 станции. Почему не сразу-то в маске? Ну, забыла. А как вообще люди реагируют, когда вы помогаете, предоставляете что-то? Ну, спасибо говорят. Я так думаю, если бы мои дети также ехали, им бы тоже кто-то помог в моем возрасте. Мы более такие внимательные, ответственные. Ранее Сергей Собянин подчеркнул, что в столице наблюдается некий рост заболеваемости. При этом ситуацию критической назвать нельзя, но мэр отметил о том, что необходимо все-таки соблюдать меры предосторожности, меры безопасности. Поэтому проверки и в наземном транспорте столицы, и в столичном метрополитене продолжатся. Вера. Евгения, спасибо. Наш корреспондент Евгения Петрухина рассказала об усилении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима в Москве. Выходя из дома, не забывайте о средствах защиты.